Слава Украине, привет всем от Полонского, ребята. Бавовна сегодня, опять фронтовая бавовна, очень дорогостоящая, скажем так, и замечательная, в оккупированной части Херсонской области. Значит, что там произошло? Там рашисты расположили свои комплексы Борисоглебск-2. Это, ну, более-менее новый комплекс радиоэлектронной борьбы. Стоимостью, на секундочку, 200 миллионов долларов штука. Мгм. Да, это дорогие вещи. Вот. Для чего он предназначен? Их там две штуки стояло. Предназначен для нескольких. У него это многозадачный комплекс. В принципе, он производит как разведку, то есть он прослушивает, что у нас происходит в эфире. Все это он дело в состоянии прослушивать. Ну и во-вторых, он используется как РЭБ. Он ставит помехи для наших дронов, для наших снарядов типа Эскалибур, для Хаймарсов, глушит сигналы GPS, глушит вообще любые радиосигналы на большом расстоянии. То есть это полноценный комплекс радиоэлектронной борьбы, который разрабатывали после 2004 года. На вооружение поставлен, если я так не ошибаюсь, году в 2013 приблизительно так. И количество этих комплексов у рашистов не так уже велико, и как вследствие его сложности, так и вследствие его стоимости. Абсолютно новый комплекс, который, собственно говоря, ну, по армейским меркам это новый. Потому что иногда используют комплексы из 50-х, 60-х годов, а тут уже 2013 год. Вот, разработка которого в 2004 началась. Вот, так что не о чем говорить. Обнаружили их, как обычно, дроны их обнаружили, нашли. Поймали, где они находятся, вот, ну и потом по ним что-то прилетело. Что мы говорить не будем, что-то прилетело, вот, чего они не увидели. И, как говорится, один и второй был уничтожен. Ну, там не что-то, там, если, конечно, так я скажу уже честно, это с дронов там и сбросили на их бимбочки небольшие. Дрон, наверное, типа Баба-Яги был или что-то такое. Вот, ну, видно, как бимбочки летят. Причем, вот интересно, да, я сказал, что он стоит порядка 200 миллионов долларов. А знаете, сколько стоит вот бимбочка, которую на него сбрасывают, которую там на принтере, там, 3D принтере нашлепали? 50 баксов. Да, вот так вот, ребята. То есть там прямое попадание, по нему по одному 3, по другому 2. И, собственно говоря, один и второй полностью сгорели. Вот так вот за 2 минуты, соответственно, они потеряли два комплекса Борисоглебск-2, которых у них, собственно, по пальцам двух рук можно посчитать. Ну, а у нас хорошо. Да, еще одно скажу, что, смотрите, в Херсонской области в основном ведется какого плана борьба? Там нету фронта в том понятии, как на всех остальных фронтах, просто потому что там между нами и врагом находится Днепр. Вот, и поэтому, конечно, там такого боестолкновения прямого непосредственного нет, кроме как на островах в гирле Днепра. Но ведется постоянная война дронов. Мы прекрасно знаем, что их дроны залетают к нам, наши дроны залетают к ним и так далее. То есть, вот, и чтобы глушить наши дроны, глушить нашу связь, подслушивать, что мы, как говорится, разговариваем, где, что, как, она же потом локализует, откуда это все разговоры ведутся и так далее. То есть, вот они это дело и использовали в прошедшем времени.